2005 стал самым успешным годом для DC за долгое время. Из-за позиции аутсайдера издательство жестко пулапнуло в топы продаж, практически вытеснив Marvel. Причиной тому и невероятный хайп Абсолюта, и перезапуск мейн-тайтлов вроде Бэтмена, и в целом более грамотный подход редакторской коллегии к развитию вселенной. Даже ща на ум пришла лимитка про никому не всравшегося мистера Террифика, выпущенная, разумеется, под хайп Супермена Ганна. На первый взгляд, прям никчемный ком оказался весьма неплохо написан. Так еще и при этом аккуратненько так подкатывал яйца к сюжету ангоинга Лиги Справедливости. Из-за таких вот мелких фишечек я весь год читал только DC-шные тайтлы, игнорируя даже Паука и громкий марвелский ивент с Думом. Меня заманили свежими авторскими командами, перспективными идеями и постоянными кроссоверами серий. Казалось, вот оно, то, к чему издательство шло последние годы, наконец-то выстрелит хлопушкой крутых комиксов мне в лицо. Посему, спустя год со всей экспертностью смею заявить, 2005 оказался максимально пустым для DC. Я не преувеличиваю, 90% серий просто можно взять, вырезать из истории и не изменится ровно ничего. Тихо, не спеши писать свой гневный комментарий, ща обсудим, что вообще заметного выходило, и в конце поясню свой хот-тейк. Тема блога — взлеты и падения DC. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Для начала давайте поговорим о самом продаваемом комиксе за 2025 год — Бэтмене. Ангоинг впервые за десятилетие перезапустился, и тут все как положено. Новый голубенький костюм, новый сценарист в лице Мэтта Фрэкшена, который писал того же культового Хоукая, новая история. С последним пунктом, кстати, связан забавный феномен. Параллельно, в муках, обоссавшись и обосравшись, как бы еще выходит Хтуш, часть предыдущего тома. И это первый случай в истории комиксов, когда у нас одновременно идут два ангоинга с идентичным названием. Я бы на месте DC сейчас еще третий запустил, чтобы люди совсем охуели, типа, вы че творите, черти? Так или иначе, по сюжету у нас... А я, если честно, так и не понял, что происходит по сюжету. Фрэкшен вот любит изъебнуться, и здесь решил вести повествование через ваншотные номера. Ваншот не в плане пиу-пиу, я тебя с одной пульки шотнул. Каждый выпуск рассказывает обособленную историю с одиночным приключением Темного Рыцаря. И на самом деле, именно поэтому комикс полная хуйня. Да, у него великолепный рисунок Хорхе Хименеза с детальной проработкой бликов, объема и блюра во время экшона. Интересные диалоги, чего стоит сцена, где Бэтмен по душам базарит с убийцей Кроком. Ты серьезно, блять, на кукан телку не присаживал никогда? Нет. Ты что, реально не ебался никогда? Нет. Но давайте так. Сейчас вот заканчивается первая арка, и вопрос ко всем читавшим. О чем этот комикс? Ну, в одном предложении. Приведу пример. Бэтмен Нью 52. Вот есть, таинственная организация судцов, которая, оказывается, вертела Готэм с незапамятных времен. И Брюс про нее узнает. Бэтмен Кинга. Появляются новые герои Готэм и Готэм Герл, брат и сестра с силами Супермена, которые могут заменить Темного Рыцаря в роли защитника города, и он наконец-то может стать счастлив. Даже условный Бэтмен Тайниан. Давным-давно был такой чувак-дизайнер, который придумывал пакости Джокер, Загадочника и других преступников. И без него они ебаные посредственности. Пугало в кровать писается от Джеффа Убийцы, у Ридлера вообще IQ двузначное. А о чем Бэтмен Фрэкшена? Может, идея какая-нибудь, сцена там или персонаж, хоть что-то. Вот в одном из последних номеров появляется злодей Минотавр, который козни строит. Кто он такой? Какие у него отличительные фишки, приколы фирменные, зашквары. Я просто не понимаю, нахуй он нужен. Как и за весь 2025 не понял, зачем мне вообще читать эту серию. Можно громко базарить про то, насколько криво выходит сиквел Тихо, насколько шизовым был Ранс Дарски, но они хотя бы пытались заинтересовать читателя. А Бэтмен Фрэкшена сделать этого не пытается. Он будто бы налегке и неспешно рассказывает какие-то байки допотопные. И как мне кажется, это попросту непозволительная роскошь для главного ангоинга издательства. Что в принципе показывают и продажи синглов, в которых последний выпуск уже сполз на 3-е место топа. Не удивлюсь, если в ближайшие месяцы комикс опустится еще ниже, и редакторы наконец-то вставят плотненьких пиздов Фрэкшену за его фирменный душный флоу. Эту проблему разделяют вообще многие ангоинги современного DC. Скучнейшая зеленая стрела, морально устаревшие хищные птицы, мельтешащий туда-сюда Флэш. Все они за последний год из потенциально интересных комиксов превратились в блеклую пародию на самих себя. И обычно в таких случаях принято винить такую злобную верхушку, которая потирает руки и ограничивает талантливых креаторов. Но мне кажется, здесь ровно наоборот все. Нынешние редакторы DC работают просто идеально. Ненавязчиво коннектят между собой серии, ведут через тайтлы какие-то общие идеи, дают авторам творческую свободу. Вина за подобный положняк лежит исключительно на сценаристах, которые вроде так жаждали вседозволенности, а по итогу с ней не справились. Потому что в попытках раскрыть исключительно свое видение персонажа напрочь забыли о главном — аудитории продукта. Тот же Зеленый Стрела, он изначально задумывался лимиткой на 6 номеров, и предыдущий сценарист Тома, Джошуа Уильямсон, хоть и любил героя, его лор там, писал историю, которая будет понятна и интересна любому
читателю. Читатель же в долгу не остался и настолько мощно закупал тайтл, что его сначала продлили до 12 выпусков, а затем и вовсе превратили в ангоинг. И вот, Уильямсон закончил свой сюжет, серию на пике хайпа передали в руки Криса Кондона, который будто бы за должное принял успех Стрелы и как сел, как начал выписывать абсолютно унылый, медлительный детективный сюжет про очередного какого-то маньяка, блядь, с килотонной диалогов, обсусоливаний, просто невозможно читать. Ожидаемо не проканало, и комикс закрылся из-за низких продаж. Как мне кажется, абсолютно заслуженно. Аналогичная ситуация произошла с еще несколькими сериями, авторы которых словно потерялись в пространстве и времени и забыли, что их работа вроде должна деньги приносить. В череду таких провалов, по идее, должен был войти и Найтвинг. Только-только закончился ран Тома Тейлора, который так-то вдохнул персонажа новую жизнь. Найтвинг вон сейчас в топ-4 самых узнаваемых героев DC входит. Без единого фильма или хотя бы мультика. Исключительно благодаря одному удачному периоду в книжках с картинками. Ну и, конечно, тому, что каждый несмешной ебан пытается шуткануть про зад Дика. Попка-то, Дика, куда, где? Это, блядь, настолько тупо и стыдно, что мне кажется, скоро в Comedy Club сценку жопе Найтвинга надо посвятить с Дэмисом Карибидисом и Гариком Харлауом, который будет... Так вот, когда планка задана настолько высоко, я про ран Тейлора, вопрос даже не в условном качестве сиквела, а в том, возможно ли его сделать. Поэтому от нового автора серии, Дэна Уотерса, я не ожидал никаких откровений. Он совсем недавно начал работать на издательство, ранее подписывал только лимитки однодневки вроде Меча Азраила, и у меня в голове как-то не отложился. Плюс к тому, одна из главных фишек рана Тейлора — добрый и милый соусед героя. Мол, Дик переживает трагичные события, теряет друзей, сталкивается с непобедимыми злодеями, и тем не менее двигается на позитивчике, с улыбкой на лице, прям вселяет надежду. Душа. На момент начала истории в 2021-м это был супер редкий подход к супергеройке, где по классике все, сжав яйца, страдают и превозмогают. Однако именно подобное позиционирование в теории обрубало возможность дальнейшего развития Найтвинга, ведь за любой светлой полосой ты должен снова погрузиться во мрак. Мрак, от которого Грейсон так успешно сбегал весь прошлый ран. Потому так странно, что, читая современные выпуски, я не чувствую, казалось бы, неизбежного внутреннего диссонанса. Уотерс не обламывает настроение, воссозданное Тейлором, а будто бы поверх него наслаивает следующие уровни вибраций. И хотя бы за это я уже готов прощать там мелкие сюжетные косяки и провисания. Плюс злодейка еще мега крутая, по ауре одна из лучших all-time в комиксах DC. Это такая таинственная женщина без лица, носящая клоунскую маску и кошмарящая Дика при каждом появлении. Вкупе с рисунком Декстера Сойя, когда вся страница постепенно погружается в темноту и начинается зловещая цирковая музыка, невероятно крипово чувствуется. И за что наибольший респект, ее за целый год еще не слили. То есть она постепенно там строит свои козни, с каждой аркой становится все сильнее и опаснее. Так что за то, как круто Уотерс убирается из, по сути, безвыходной ситуации и создает мощнейший целостный сюжет, назначая его некстапом индустрии. Ставлю, что стрельнет в ближайшие пару лет, и вы о нем еще услышите. А если вам нравится этот ролик, подписывайтесь на телеграм-канал Печень Лося Плюс, где еще больше эксклюзивного охуительного контента. Ссылка в описании. Ну а теперь мы похавали спец, второе, и можем перейти к реально лучшему комиксу года. Чудо-женщине Тома Кинга. Вообще, я мог бы вставить любую работу Кинга за 2025. И невероятную лимитку о Черной Канарейке, деконструирующую спортивные драмы вроде Рокки, и более эзотеричную Дженни Спаркс с разгонами за темные 20 века. Но давайте честно, вы же точно не пойдете их читать. Давайте поднимите руку, кто вообще знает, что за Дженни Спаркс. Я! Пиздобол. В любом случае, я каждый раз охуеваю, насколько Кинг автор иного масштаба. Ты вот каждую неделю читаешь там с десяток выпусков, парочки из них оказываются даже неплохими, а потом приходит Кинг и ебет всех в рот. Я уже снимал ролик про его Чудо-бабу, но за 2025 тайтл стал только лучше. Начался год кроссовером с Темным рыцарем, где рассказывается неплохой детективный сюжет об убийстве греческого бога на Олимпе. И самое охуенное в нем, насколько умело Кинг байтит аудиторию. Вот есть у нас Бэтмен в названии, да? Только появляется он лишь в самом начале, моментально получает ранение, потому что, чё обычный человек вообще может противопоставить всесильным существам? И оставшиеся номера лежит в больничке, пока Диана там тудым-сюдым что-то суету наводит, разруливает ситуацию и спасает мир. Да, Брюсу уделяется несколько панелей в одном месте, в другом, он там пытается встать и помочь, но в конечном итоге имеет ровно 0 влияния на сюжет. Я в восторге. Ход работает сразу на нескольких уровнях. С одной стороны, вновь показывает превосходство Чудо-бабы и чем она так крута. С другой, позволяет серии продаваться так, как не продавался ни один предыдущий ран на Вандерке. Но это только разогрев, ведь следом началась вторая большая арка кинговского рана — Mouseman Knows. Был, у Дианы потешный злодей Человек-мышь. Прошу прощения, Пасюк. Его так прозвали в русском переводе, и это настолько угарно, что отныне буду его кличить исключительно Пасюком. Пасюк однажды отхватил пиздов от Чудо-бабы и свалил на остров, где построил собственное тоталитарное государство. Настолько тоталитарное, что за годы развития граждан полностью лишили права не то что на мнение, на слова. И теперь они общаются только фразой «Пасюк знает». Признаю, троп так-то устаревший, там 1984, скотный
двор, все читали, однако тут он доведен до высшей степени, так еще и превращен в плацдарм для многочисленных повествовательных приемов. Например, показывая становление режима, мы целый номер наблюдаем за героями, произносящими исключительно «Пасюк знает, у мышей есть уши». Однако диалоги не воспринимаются примитивным набором слов, ведь ты все равно понимаешь, о чем говорят персонажи, благодаря смысловым акцентам на определенных словах. Пасюк знает, у мышей есть уши. Пасюк знает, у мышей есть уши. Пасюк знает, у мышей есть уши. Я ебанутый. При этом сама Диана попадает в страну вообще ради своих интересов и не собирается никого спасать. Однако добрая душа роляет, играет там бабочки в животе, и все-таки нужно нарушить все международные конвенции, договоренности с Лигой Справедливости и сделать свое дерьмо. А параллельно нам демонстрируют, как в будущем Чудо-баба по одному убивает различных супергероев. И ты все время гадаешь, что это вообще значит, причем тут эти вставки. Пока в последнем номере не выясняется, что во время того, как Диана спасала людей, забив на первоначальную цель, произошли определенные трагические события, скажем, мини-твисты, которые кардинально изменяют обстановку, непредсказуемо объясняют вклиненные флэш-форварды. Так еще и сам по себе невероятный замут с Пасюком является лишь прелюдией к следующему большому сюжету. Воу, дэм! Пока я это говорил, понял, что Кинг меня, по сути, наебал весь год и продавал филлерные номера, но дай бог бы все авторы писали главную линию так, как Кинг делает филлеры. Говоря о филлерах, ебаная Лига Справедливости без границ блядского Марка Уэйда. Худший комикс года. Соревноваться может разве что его же новая история DC, но это вообще не комикс. Меня жутко бесит, когда мне пиздят прямо в лицо. Ты если пишешь комикс с пересказом всей истории DC, то пиши комикс, не энциклопедию, не выебон, что прочитал все выпуски All Time, не свои заметки из Обсидиана, а комикс, в котором должен быть сюжет, повествование, героя, а просто поток сознания на бумаге чертить можешь в дурке. Да в моем ролике с хронологией важных глобалок больше целостности и художественности, чем в этой поделке Уэйда. Day One, пацаны. Day One. Так вот, Лига Справедливости. По сути, главный тайтл нынешнего DC, из которого выходят прочие лимитки, глобалки, etc. И если ты пишешь этот главный тайтл, может быть, просто предполагаю, сделать его важным? Ну, ради меня. Пожалуйста. Потому что это полный пиздец. Вот собралась команда с огромным составом, базой в космосе. И просто не знаю, что ей делать. Весь год Уэйд пичкает нас какими-то пустыми столкновениями со злодеями из прошлого. Поболтушками ни о чем. Мелкими вылазками легионеров на примитивные миссии. Хуйней, малафьей, ебаный в рот. Катарсиса это достигает, когда на странице появляется молодой герой Воздушная волна. Его только приняли в Лигу, он еще юный, неопытен, хочет быть признанным великими суперами и даже неплохо проявляет себя на первой миссии. Возвращается, на сторожевую башню, входит к себе в номер и плачет. Я не шучу. Рыдает, плачет подушку целую страницу. Вы представляете масштаб абсурда? Флагманской серии издательства нам уделяют номер на пиздострадание какого-то лоха, о котором забудут через месяц. Уэйд, ты что там с ума, сука, сошел? Там это еще и поясняется, мол, Карапуза завербовали в двойные агенты Легион Дума, а он сам не хочет предавать команду. Он не Уда, он не снич, роялти есть, лоялти есть. Но у меня тогда тоже объяснение есть. Он вот сидит в отсеке, хнычет и слышит, как за стеной марсианский охотник на балконе курит с Бэтменом. Бля, о чем мы за неудачников команду взяли? У нас какая-то программа поддержки отсталых? Да, я не знаю, мне он тоже так-то не нравится. Ебло кривое какое-то. Вместо этого можете в комментариях любое объяснение написать подобной сцены. Вопрос остается тем же. Какого хуя на это вообще время уделяют в ангоинге Лиги Справедливости? Когда из страны Моррисона, Джонса, Снайдера, где на Лиге лежали схожие задачи, и сценаристы действительно старались сделать каждую арку ангоинга глобальным событием, с шустрым темпом, кучей сюжетных линий и не спадающей динамикой, серия Уэйда? Ну так, трата бумаги. Обидно, ведь редакторы старались, весь год постепенно завлекали в лор, а по итогу из одного мудилы полностью отбили интерес к нынешнему периоду вселенной и сделали все эти комиксы филлерами. На самом деле не буду совсем суеты, паники какой-то нагонять. Неожиданно даже для меня. DCTO просто неожиданно охуительный ивент. Последние годы со всякими темными кризисами, абсолют-пауэрами создалось впечатление, что идеи для супергеройских капустников кончились. Сплошные повторы, упор на ностальгию и душные концепты. Оказалось, стоило лишь обратить внимание на темку, всегда лежавшую на самом видном месте. Турнир с драками супергероев. Пока что вышло всего 2 номера из 5, события только-только раскручиваются, но Снайдер, чертяка, уже меня раззадорил. Там очень душная завязка, связанная с перерождением Дарксайда, магистром Думсдеем, прочими лордными тонкостями, это вообще пох. Джокер, ёпта, дерется с красным колпаком. А еще Бэтмен в первом же раунде сжигают. И Супермен такой на доброй ауре, не хочет никого убивать, но Лютер вынуждает его и понеслась. А скоро подвезут Хоумлендера, Саб-Зиро, Аннабель. Браво, господа, я требую Оскар. Я мог бы сейчас расписывать, конечно, детальный анализ, какие приемы используются сценаристом, дабы выстраивать саспенс и интригу, как он придает персонажам мотивацию убивать своих друзей, почему же по итогу победит Супермен.
Но камон, это глобальное событие. Достаточно того, что оно вызывает эмоции и просто работает. Забейте на прологи, отсылки под сносками, их не надо читать. Я вот сейчас 10 минут говнился, насколько современная Continuity DC говно бесполезное. А это даже не половина важных серий. Забудьте, короче, и просто вот в моменте залетайте в DC KO. Обещаю, вы будете просто слюной брызжить, насколько это мозговзрывающее дерьмо. Хотя, все равно грустно, конечно. Издательство реально старалось в 2025-м заинтересовать читателя, следить за своими тайтлами, а по итогу они по большей части максимум мeh. Но все равно молодцы, так и быть, тройку за старание поставлю. Увидимся на пересдаче. Бля, чуть не забыл, вас, наверное, интересует, почему я ни слова про Абсолют не сказал в этом ролике. Ну,